Good morning. Доброе утро. We say, aloha. Алоха. Aloha. Do you know what aloha means? Знаете, что означает алоха? No. Well, it's Hawaiian, Это по-гавайски. from Hawaii. And ha Ха means spirit. означает дух. So aloha is, И слово алоха I означает honor your spirit. «я приветствую твой дух». So when they, namaste is similar, namaste. Намасте – это очень похожее высказывание. So when Hawaiians meet somebody and they can't see their spirit, they call them haole, which is they call without them haole, without spirit. Когда гавайцы кого-то встречают и в этом человеке не видят его дух, то они называют этого человека хаули, человек без духа, They're бездушный. haole, they say. Usually referring to foreigners, Обычно это относится к иностранцам. of course, you know. Well, I think probably slowly people will be arriving. И я думаю, что потихонечку люди будут приходить к нам, присоединяться. So how are you this morning? Как у вас сегодня дела? If you're happy and you know it, clap your hands. Если вы счастливы, это Okay. знаете, похлопайте в ладоши. Okay, good. That's good to know. Это, в общем-то, хорошо знать. That's good to know. Now I saw a hand come up here. И я видела, что здесь кто-то поднимал руку. Good morning. Так получилось, что вчера я не сделала технику, сегодня я ее сделала, вчерашнюю технику, и столкнулась с проблемой. Проблема выглядит так. У меня нет границ. Я не вижу, в чем я не могу So быть и в чем я могу stop right быть. there for a second. Можешь остановиться на секунду? What makes that a problem? Что делает это проблемой для тебя? Я не могу выполнить технику так, как рекомендовано. I can't do this process as recommended. Okay, but so what? It's just a process. But Ну и что? Это же всего лишь техника. Это вносит хаос в меня. not having boundaries, is that something that's familiar in your life? То, что у тебя нет границ, ты не чувствуешь своих границ, это что-то, что ты узнаешь в своей жизни? That's the bigger issue. I mean, Это this is скорее just a process. более серьезная тема, потому что то, что ты не можешь выполнить технику, это не страшно. Я не знаю. I don't know. I don't know. Okay. And so if you had a boundary, И если у тебя все-таки есть границы, sort of that sensibility of when, let me say it this way. Somebody asked Gregory Bateson, "Where is I?" Смотрите, Yeah, where's кто-то I? когда-то спросил Грегори Бейтсона, где находится я? Meaning, where is the sense of self И человек хотел понять, где находится чувство я? for the blind man? For the blind man. For the blind man. Где находится чувство я у слепого человека? So, does I extend like? Does it end at the hand? Does it go part way down the stick? Does it go all the way, to the end of the stick? Как у слепых людей, So touching the world, so extending the boundaries of self. где заканчивается ощущение «я» у слепых людей? Вместе с рукой, или оно продолжается до палочки, до середины палочки, или оно продолжается до самого конца палочки? Насколько расширяется наше чувство «я»? So there's kind of two ideas. One is that I extend my boundaries of self to include others. This is a second position in NLP. И у нас есть две основных тенденции. Первое, мы можем расширять свои границы и включать в свои границы других людей. Например, это происходит, когда мы входим во вторую позицию в НЛП. But then I also have a strong first position where I bring the boundaries back and go,
now this is me in my first position. This is me opening the boundaries to include others. Но вторая the field, тенденция, которая у нас есть, это когда мы возвращаемся к себе, очень четко чувствуем, где я, а где не я. И очень хорошо соединяемся с первой позицией. Вот это я. So I feel that, that we're open human beings to the larger field. Важно иметь две возможности. Первое — уметь расширяться, открывать свои границы, включать в них других людей, поле. But there also the idea, the boundaries of going, this is me, this is not me. Но и также нам важно иметь способность понимать, вот это я, а вот это не я. So that you don't have that sense that people are trespassing your boundaries in a way, when you can just hold a strong first position and go, Чтобы мы не I'm not позволяли that kind of person, другим людям not me. Проникать в наши границы, нарушать их, чтобы у нас было четкое чувство своих границ, и мы понимали, это я, это не я. So in this, yeah. Когнитивный диссонанс у меня возникает от того, что я не могу себе представить, кем я не могу быть. Неважно в каком направлении, от нищего до миллионера. It creates confusion when you say it, because I can't imagine a person with инвалида до суперспортсмена. I can't imagine that I can't include some person in my boundaries. Great, Starting with some disabled person. Exactly. To some millionaire, I could include everyone. Okay, great. So that's what I was tasting in a way when you were saying that. И на самом деле я как раз-таки это и хотела проверить, когда задавала вам вопрос. Do you ever have that sense you go, oh, I'm not that kind of person? А бывает ли у вас в жизни такое чувство, когда вы чувствуете, ну, I mean, not that I can't include them, I can include them, but the sense of going, no, that's not. Чувство, что я не такой человек, я не такой человек. Да, вы можете принять кого угодно, но бывает ли у вас ощущение, что вот это не про меня, я не такой человек? Бывает ли у вас такое ощущение? Нет. No. Okay. So it ain't really a problem other than, like you said, a technical problem, and so it's not really a problem. То есть тогда у вас нет проблем? Просто была проблема с выполнением техники? Представить себя тем, кем я точно не хочу быть, я не могу. I cannot imagine myself. I cannot imagine a person I don't want to be. Могу. Can you imagine yourself a killer? Yes, I can imagine myself being a killer. Okay, so the way I would think that is to go, in a way, maybe you're blessed. Ну, как можно к этому относиться? Может быть, ты своего рода благословлена, может, это дар? Maybe you're blessed because it never affects the strength of your first position. Может, это своего рода благословение, потому что это не влияет на силу твоей первой позиции. To be inclusive, right? It does not affect or push you away from your own integrity and your deep essence of self. То есть, возможно, когда ты принимаешь других людей, включаешь их в свои границы, это не влияет на твое чувство себя, не нарушает твое чувство себя. But I think that's not necessarily true for most of us in the world. Но я думаю, что, скорее всего, это не относится к большинству нас, смертных. Возможно, это просто ваш особый дар. Usually, just from the technical process point of view. Но обычно, если просто технично прокомментировать ваш вопрос, when we step in to make that, sort of assessment, когда мы, who am I not? Когда мы очень четко можем ощутить, каким человеком я не являюсь, кем я точно не являюсь, и не хочу им быть. Not that I couldn't become under some set of circumstances, right? I mean, all of us, we don't know what the world pulls out of us under certain sorts of circumstances. Вопрос не в том, кем я не могла бы стать, если бы какие-то определенные события в моей жизни произошли. С нами случаются всякие события, мы не знаем, что нам готовит жизнь. Мы можем стать и одним человеком, и вторым. But we make decisions sometimes in life that goes, I'm not that kind of person. I'm not a mean person, and I don't want to be a mean person. That's not me. Речь идет скорее о внутренней решимости, о внутренних решениях. Я не хочу быть таким человеком. Например, я не подлый человек, или я не жадный человек, я не хочу им быть. I'm not a hurtful person. Или тогда это уже тень вмешивается, это не граница. So it means it will be a shadow, it's not a boundary. It could become a shadow. Это может стать вашей тенью. It could become a shadow. Yeah. It could. Anything could become a shadow. Все что угодно может стать вашей тенью. Yeah, anything. Yeah. Thank you. No, that was very rich. So thank you. Это очень хороший вопрос. Спасибо. Great. Whew, that's a way to start the day. Хороший способ начать день. So I'm glad that you at least had an opportunity to do it, and there will be times. У вас как минимум была возможность выполнить этот процесс, и будет еще время. There are times when people step in and they go,
I don't have a boundary and I need a boundary. I need that clarity between who is me and who is somebody else. И бывает так, что в этом процессе люди открывают: у меня нет границ, у меня нет хороших границ, но мне они нужны. И я хочу прояснить свои границы. Or they go, you know, I made that boundary, but actually it's a lot softer now because I've grown and I've learned and I've had experience and I can reflect on it and update it. А иногда люди реагируют так: да, я знаю, что у меня есть вот эта сильная граница, но с тех пор, как я ее для себя установил, прошло много времени, я многому научился, изменился, и теперь я могу ее расслабить, размягчить, потому что я уже обновленная версия себя. All right. So the body has boundaries, for example. В любом случае у нашего тела есть границы, Spirit doesn't. а вот у духа нету. So everybody had a good sleep? Ну что, всем удалось поспать? Me, 12 hours. Я спала целых 12 часов. 12. 12. 12. 12. Exactly. 12. 12. So I could be dangerous, I'm not sure. Поэтому, возможно, я теперь представляю себе опасность. Я в этом, конечно, не уверена. I'm never sure if I'm more dangerous if I'm really tired or if I'm more dangerous if I'm really rested. Я вот не знаю про себя, когда я более опасна для людей, когда я устала и не выспалась, или когда я выспалась и бодра. So, anyway, I hope that you all had a good rest and a good dinner and В любом случае, я надеюсь, что каждый из вас хорошо провел вчерашний sweet вечер, dreams and хорошо отдохнули, у вас были хорошие сны. and maybe some reflection on the day, especially as you know, as Rudiger mentioned yesterday, your coaches and counselors and consultants И, and возможно, у вас была healers продуктивная рефлексия по поводу вчерашней нашей работы, leaders and какие-то важные мысли или осознания, особенно если вы работаете как коучи, тренеры, лидеры, and teachers учителя. and all those warriors, you know. И состоите в этом воинстве. And that you were able to kind of have a reflection about various ways you might use what you learned yesterday. И, How you might возможно, у вас translate it. были ценные осознавания о том, как вы можете в своей жизни, в своей практике применять то, что мы изучали вчера. Как вы можете это адаптировать к своей практике. Good. So I hope you do that. I Я mean, надеюсь, это с вами произошло. somebody asked me a lovely question. I don't know where they are in this moment, but I'm sure they're around. About how do you do this with a team? Кто-то Yeah. задавал мне вчера интересный вопрос, не знаю, где сейчас этот человек, но я уверена, что он среди нас. Как использовать этот процесс, работая с командой? Was it you? Okay. Это вы? And I said, well, you know, just imagine, you know, your boss comes or you have a project and the team is now designated. Hopefully it's an aligned team. И я ответила так: ну, представьте, что вы работаете в команде, и вам дают задачу, какое-то задание. Надеюсь, что ваша команда сплоченная. So that, you know, all the team members can sort of stand in their own center И to look тогда at this vision or this project. что мы можем сделать? Все члены команды могут одновременно центрироваться, удерживая видение этой задачи, этого проекта. You know, we're bringing the best of ourselves to this project that we can. С намерением вложить самую лучшую часть себя в реализацию этого проекта. We can step forward as a team and each say some words about what we believe is the potential in this project. Затем вся What's the команда potential? могут перейти на следующий этап, и каждый может поделиться своим видением потенциала этого проекта. We can move together and go, you know, where's the limitations that we might perceive, what could happen? Мы You know, все what are the можем bumps? перейти вместе Yeah. на следующий этап и поисследовать, какие могут быть ограничения у нашего проекта, на какие ограничения мы можем натолкнуться, реализуя этот проект. So we can address obstacles early as a team, kind of Чтобы think about what could happen. Вместе в командной работе заранее спрогнозировать возможные сложности и подготовиться к ним. We can use it to, you know, you can use it really beautifully with the symbols И в этой to работе brand, с командой yeah, мы to можем make brands. очень продуктивно использовать символы. На самом деле, особенно если мы разрабатываем, например, новый бренд, новый продукт. You don't have to use the shadows, but if you're branding a service or a product, you might want to think about
how do you not want that to be perceived in the market? That would be a boundary. How do you not want to be perceived? Вам не обязательно идти в теневую сторону, если вы занимаетесь разработкой продукта, но, скорее всего, вы найдете полезным поисследовать границы своего продукта. Как вы не хотите, чтобы ваш продукт воспринимали ваши клиенты? So I just want you to know that there's not necessarily any wisdom in a technique, but the wisdom is what the spirit of the human being brings to it. И я хочу еще раз подчеркнуть, что мудрость заключена не в самой технике, не в ее шагах, а в том, когда мы со своей человечностью выполняем эту технику. And that's the beauty of a living system, because this system constantly is changing in relationship to its environment, whatever's going on in the world. It edits everything. That's built to do that. It's a learning machine. И в этом заключена самая большая красота живых систем, потому что наши системы постоянно адаптируются к полю, к реальности, в которую мы включены, и меняются, и влияют на это поле, меняют это поле. I remember talking to a Navajo friend of mine, a Native American friend. Я помню, как я однажды беседовала с моим другом, он индеец или она. And this was some years ago, before they had started to actually write down their language and write down their stories in their own language. И эта беседа состоялась давно, еще до того, как стало популярным среди индейских племен записывать свои предания, делать свой язык письменным. And they said, well, you know, these stories we're writing down haven't changed for 2,000 years. И вот мой друг мне сказал, что, знаешь, вот эти истории, которые мы сейчас пытаемся записать, они в течение 2000 лет не изменялись. And I said, how could you know that? А я спросила, а как ты можешь это знать, что эти предания не изменялись? How could you know that? Откуда ты знаешь? Because, you know, they're carried in a living system, and then they're passed on to another living system, and then they're passed on to another living Ведь эти system. предания мы несем, и мифы мы несем в себе, в своей живой системе, затем передаем следующему поколению, они несут их в своей живой системе, передают следующему поколению. То есть эти предания проходят через живые системы. And they naturally sort of update and stay relevant. И совершенно естественным образом эти мифы, The metaphor of the story, метафоры, заключенные в этих мифах, они обновляются, они живут своей жизнью, они развиваются. This will not do that on its own. Sorry? This won't do that. It won't update itself on its own. Когда мы что-то записываем, типа раздатка, она сама не может обновляться и жить. It's Сама без нас. extrasomatic storage, as we say. То есть это экстрасоматический рассказ. Hey, I think we should start a whole new discipline called neurosomatic programming. No, I'm just kidding. Я вообще думаю, может быть, нам основать новое направление под названием нейросоматическое программирование. Just kidding. Шучу, шутка. So, anyway, I think, you know, just that knowledge that this is a constantly updating mechanism. It's built to do that. It's built to learn. It's built to edit. И очень важно осознавать, что мы — это такой механизм, который сконструирован для того, чтобы постоянно обновляться. Он живой, и самое естественное для него — это постоянно обновляться, адаптироваться и развиваться. But that's part of that idea of what am I holding on to and what can I let go of? You know, what do I hold on to? What do I let go of? Но затем очень важно осознавать при этом, в этом процессе изменений, что мне важно сохранить, чем я дорожу и хочу это удержать, а что я могу отпустить, от чего я могу освободиться в этом процессе. My African friends always say, never let go of something so fast you break it, and don't hold on so tight you break it. So. Мои африканские друзья любят говорить, никогда не хватайся, не держись за что-то слишком сильно, никогда не держись за что-то так сильно, что ты можешь это сломать, и никогда не отпускай что-то слишком быстро, так, чтобы это могло сломаться. I kind of like that idea. И мне нравится эта идея. There's kind of wisdom in that thought, you know, how hard am I holding and how easily am I sort of gently releasing. В этой идее, мне кажется, заключена большая мудрость, осознавать, насколько сильно я вцепилась за что-то и держу это, и насколько быстро я от чего-то отказываюсь, отпускаю это, выкидываю это. How are you guys back there? You're so far away. Как у вас там друзья сзади You all right? дела? Are you Вы okay? Okay, good. далеко Good. сидите? So I thought this morning we might kind of look at these four energies and maybe dance with these four energies a little bit. И сегодня утром я планировала, что, возможно, мы поработаем с 4 энергиями и немного с ними потанцуем.
There's a couple of things. I know tonight is going to be a really, really beautiful offering. И есть еще пару моментов. Я знаю, что сегодня вечером у нас From будет... Rudiger and Elena, and I want them to have an opportunity to share that with you this morning. I think maybe just before we break for lunch, so you can have it in your system, so you can digest it while you're eating. У нас So сегодня don't let me вечером forget. запланирован очень-очень красивый и интересный мастер-класс, который собираются провести Рудигер и Елена. И я попрошу их сказать пару слов об этом вечере, о том, что вас ждет, возможно, перед обедом, чтобы вы смогли переварить. And I think we're going to try to finish around 5:30, but most likely it'll be a little bit past that, if that's okay. Usually is. Еще один момент. Сегодня мы постараемся закончить работу где-то в 5:30, может, чуть-чуть позже. We'll go to lunch at 1 o'clock today. А обед начнется в час. Is that okay? I don't want Согласны? anybody passing out from hunger. Я не хочу, чтобы вы падали в голодные обмороки. We do have a few doctors on the premise, so Хотя, don't worry. правда, среди нас есть пару врачей. So, also, I would like Rudiger at some time today when we start to talk about the field. И я также хочу, чтобы в определенный момент, когда мы начнем говорить про поле, про полевой разум, чтобы Рудигер... That in a meditation, he had a moment of enlightenment. He was struck by the muse, and Однажды в медитации у Рудигера был опыт просветления, его посетила муза. and has a beautiful model to kind of describe the field. So I thought that would also be fun. And Родилась очень красивая модель, little time to do that. которая позволяет нам описать, что такое поле. maybe 5-10 minutes, you think? И я попрошу Рудигера поделиться этой моделью с вами 5-10 минут. So let's explore the energies. So Хорошо, и теперь давайте перейдем к энергиям. there's a friend of mine from England. His name is Colin Reeves. У меня есть друг, And- англичанин, его зовут Колин Ривз, And he is a fifth dan karate do master. и он, в общем, мастер карате какой-то степени. And the karate do doesn't mean, that you're fighting karate. Karate do just means the way of. The way of. Карате-до означает, что вы не просто деретесь, а вы идете по пути, вы проживаете путь карате. And he's also an NLP trainer and a very wonderful business consultant. И одновременно с этим он NLP-тренер и очень успешный бизнес-консультант. And he wrote this beautiful little book called The Way of Artistry. И он написал очень красивую книгу, которая называется «Путь мастерства». And he started, he talked about these energies. So, the idea of the physical energy and what that means for us in terms of strength. И в этой книге он говорит Balance. про разные виды энергии. И начинает он с описания физической энергии, которая что нам дает? Силу, равновесие, Flexibility and movement. So it's everything that the Гибкость. body knows how to do. движение. То есть физическая энергия связана с нашим телом. И она позволяет нашему телу делать то, что оно умеет. That he talked about the mental energy and what it means sort of to promote in myself this idea of clarity, of quiet, and having an expansiveness in my mind, just like I have an expansiveness in my heart. Далее он говорит про мыслительную или ментальную энергию, и он имеет в виду нашу способность иметь внутреннюю тишину, успокаивать свой ум, иметь ясность видения и расширять свое восприятие. So have an openness in my mind, not be closed about Иметь it. открытое восприятие, не быть зашоренным. Doesn't mean I have to change anything. It just means I have to have an open mind. И это состояние не значит, что мне нужно что-то менять. Это состояние скорее значит нашу восприимчивость и открытость происходящему. That in the emotional energy, when I'm really connected to the emotional energy, which is, emotions of the heart, for Далее example. он говорит, что у нас есть еще эмоциональная энергия, и когда мы действительно связаны со своей эмоциональной энергией, со своим сердцем, There's a sense of calmness and a sense of happiness or joy. то Yeah. у нас появляется внутреннее состояние умиротворения, радости, And that in счастья. the spiritual energy, when I'm connected to that, and when I'm centered in these energies, when I have a sense of centeredness in these energies, И также он говорит про духовную энергию. Он говорит, что когда мы центрированы в этой энергии, that there's a sense of peacefulness, that I can bring more awareness to the larger system, to be connected to the larger system.
то у нас появляется больше жизненного умиротворения, ощущение того, что мы связаны с большей системой, мы в нее включены, мы больше осознаем те системы, в которые мы включены. And in a way, somebody mentioned yesterday, we were talking about being able to go to that place of observation and sort of take in a larger expanse of system, larger system. Появляется возможность достичь такого восприятия, когда мы все воспринимаем в большем масштабе. Мы видим большую систему, все ее элементы, как они взаимодействуют с большей перспективы. That's one of the wisdoms of the cognitive mind, that it can do that I can allow myself to do that. И это один из навыков мудрости нашего когнитивного разума, когда мы можем воспринимать все из такой позиции. And that brings about again the potential of wisdom. И как раз-таки духовная энергия наделяет нас потенциалом мудрости. But it's also a sense of freedom. Но кроме этого, чувством свободы. So now I have this little exercise, but I'm going to change it a little bit. So just watch here, not the notes. У нас написано упражнение, которое мы будем делать в раздатке, но, пожалуйста, я его изменю. Поэтому смотрите на меня, на мои инструкции и не читайте записи. It's just called something about connecting to the energies. That's it. Называется упражнение у вас «Центрирование энергии» на странице 16. So I'm wondering if there's somebody who would like to come just И если у нас доброволец, да, уже есть доброволец. Thank you. Her hand shot up. It was totally her unconscious mind. Рука просто выстрелила, я даже не успела закончить свой вопрос. Это была реакция бессознательного. And we are going to use the body. We're going to also use some of the somatic experience. И в этой работе мы будем использовать тело, мы будем использовать соматический опыт. Katya. Как тебя зовут, Катя? Katya has. Let's give Katya a round of applause. Давайте Кате поаплодируем. Great. So the first thing, what's intriguing about this for you? Because she really went. I said, anybody, boom. Для начала хочу спросить тебя, что срезонировало в тебе в этой теме, потому что ты сразу же подняла руку. Что для тебя здесь интересно? What's interesting about this for you, Katya? Что интересно тебе в этой теме? Мне кажется, что для полной жизни очень важно иметь связь со всеми видами этих энергий. I think that to live a full life, we need to connect to all four energies. Great. Beautiful. I just go, is there a belief in there about the world or about this process or about NLP or herself, that sort of supports Я задала этот вопрос, чтобы her journey, выяснить, her exploration. Есть ли у Кати какое-то убеждение относительно мира, относительно трансформационной работы, относительно себя, которое может ее поддерживать в этом путешествии по исследованию? Мы готовимся. Я дам тебе свой микрофон, чтобы тебе не нужно было занимать руки. Для начала я попрошу тебя создать пространство перед собой в форме круга, и когда ты почувствуешь, что ты готова, я попрошу тебя зайти в самый центр этого круга. The center of the circle can also be metaphoric for your own center in a way. И центр этого круга может стать метафорой твоего собственного центра. And so, all I want you to do while you're there is to just take a moment and center yourself, however you do that, whether you start with your feet and allow that energy to come up through, so you. И я предлагаю тебе, находясь в самом центре, я не знаю, как ты это сделаешь, но как тебе хочется, начни центрироваться. Начни возвращаться в свое тело, находить свой центр, открываться пространству. Somatic syntax comes immediately. Соматический синтакс сам начинает проявляться. I'm here, I'm open. Я здесь, в себе, я открываюсь. Allow the energy to come, through your throat, through your head, your brain, your ears, your eyes. И позволяя энергии постепенно подниматься снизу вверх, наполняя тебя, проникая сквозь твои глаза, уши. Let it fill up the space behind your eyes. Позволь этой энергии начать наполнять пространство за твоими глазами. So you feel that sense of
the space around you as well, that sort of extension of self. И также ты можешь Space ощущать behind you, in пространство front of you, вокруг below you, себя, above you. пространство перед тобой, за тобой, слева от тебя, справа, сверху, снизу, To your right and the left of you. справа, слева. And just kind of notice what movement really, I know you did make a movement. И просто Allow that обрати movement to occur again, внимание, just to какое allow me know, движение yes, возникает. I'm Я here. знаю, что ты уже сделала какое-то движение ready and I'm спонтанно. here. Позволь тому движению, которое возникает, просто произойти. С Great. осознанностью, с центрированностью. Great. So from this centered position, И из центрированной позиции, с позиции центра, I'm going to ask you to just step to a point in the circle that represents your physical energy. я попрошу стать тебя в ту позицию на круге, Bringing your которая center with you. символизирует твою физическую энергию. Let's kind of step in to bring, centered, but bringing my awareness to my physical energy. Оставаясь My центрированной, strength, зайди в свою физическую энергию, в my свою силу, balance, в свой баланс, равновесие, my flexibility, в свою гибкость. Просто the осознанно ability зайди в этот to аспект move своей my body силы. and use my body. И это та энергия, которая позволяет твоему телу жить, And you can see двигаться. in her legs already there. И вы Yeah. видите в ногах, что Great, уже есть great. реакция, есть движение. Just to have a sense of centeredness in your own strength, in your physical И strength. позволь себе центрироваться в своей собственной силе, в своей физической энергии. And where do you really sense it coming from? Where is it coming И from? где ты that- ощущаешь ее источник? Откуда исходит твоя сила? Где ее самый центр? Yeah. That's the warrior. Это воин. That's what you call a strong first position. Это то, что мы называем сильной первой позицией. And she's ready. И она готова. Great. So Здорово. just hold that, stay centered in this strength, И удерживай эту центрированность в своей силе. and notice what movement kind of captures that from a centered place, but in your strength. И просто обрати captures that? внимание на то, какое движение символизирует эту твою центрированность в силе, какое движение рождается из этого. Yeah. Great. Здорово. Great. All right. So just bring that knowledge back И с этим знанием ты можешь вернуться в центр and just hold it with you. и сохраняй это знание с собой. And when you're ready, then И- I'm just going to ask you to step into this place of that kind of represents your mental energy. Когда ты Yeah. будешь готова, я предложу тебе зайти в то пространство, которое символизирует твою мыслительную энергию. And kind of connect to your mental energy. И позволь себе соединиться со But своей from a мыслительной centered энергией. position, so that Из you can kind of центрированной find that позиции place of clarity, quiet, сохраняя центрированность, найди свое expansive, пространство ясности, a sort of тишины, openness of the mind. открытости There's восприятия, clarity there. расширения восприятия. Там And it's очень also много ясности. quiet. И также тишины. And kind of notice where that energy comes from. Where does it come from? И Is it- заметь, откуда рождается Here. эта энергия, где ее источник. Yeah, that's good old mental energy. Ну, старая добрая мыслительная энергия. But with a sense of clarity and quiet. И ты соединилась с ощущением тишины, ясности. And is that the movement that kind of captures? И какое движение отражает это? Вот такое движение? What movement kind of Какое captures? движение отражает? Nice. Здорово. Expansive, big vision. Расширяющееся большое видение. Clarity. Ясность. Quiet. I love Тишина. the quiet. Мне очень нравится тишина, аспект тишины. Great. Centered in that energy and now come И back. центрируйся в этой энергии и возвращайся в центр. And just bring that anything with you. И приноси весь этот опыт с собой, Just kind of connect it in your way. интегрируя этот опыт в свой центр по-своему. And then when you're ready, step into whatever that place in the circle would be that represents your emotional И energy. когда будешь готова, зайди в то пространство на круге, которое символизирует твою эмоциональную энергию. And then connect into that place where the emotions flow.
И позволь себе соединиться с тем пространством, где рождаются и живут эмоции. Yeah. Pretty human. Очень человечно. Pretty human. Все как у людей. And just really sense that area of your body. She goes from here to here. И просто Here. ощути эту часть своего тела, когда ты переместилась из этого центра в этот, и Sense of затем в этот. calmness. И позволь себе ощутить ощущение тишины, And спокойствия. sometimes people say a sense of happiness, but Иногда люди соединяются I здесь think с чувством счастья, it's a sense of joy as well. радости. And what movement captures И that? Is какое the particular движение movement, or отражает is this it? соединенность с этой энергией? Вот это движение или какое-то другое? Big heart, Большое сердце, open mind, открытый разум strong balance in first position. и сила первой позиции. Great. So just bring any of that back and И just bring it весь этот опыт back to your приноси с center. собой в свой центр. I'm going to walk in her shoes. Я сейчас залезу в твою обувь. Я не против. I don't mind. Okay. They're big. Очень симпатичные. So now let's go to this beautiful spiritual energy. И предлагаю тебе зайти еще в духовную энергию. Some of these energies are not infinite. You know, I can get tired. My body can get tired. А некоторые из этих энергий, Some of они these energies don't have a boundary at all, don't have an end at all. Они могут утомить наше тело, они, в общем-то, кажется, что они могут закончиться и утомить нас, а некоторые не имеют никаких границ. When you connect to that spiritual energy, peacefulness, awareness, И когда ты sense соединяешься of с wisdom, духовной энергией, с умиротворением, осознанностью, мудростью, just let me know when you feel that kind of connection. This is the connection to the larger system, the fields. и это также связь с большей системой, включенность в поле, The Pachamama, the big Mother с Earth, Пачамамой, с большой мамой Землей, with a sense of awareness and connection. состояние осознанности и соединенности. We're like the net of Indra. That we're all connected, and when one part of that giant net, Мы с вами все как a jewel, мы все с вами являемся частью sparkles, it carries сети. along to another jewel, and it makes that jewel sparkle, and then another jewel sparkle. частью сети, которая Whatever that взаимосвязана. metaphor or symbol or И когда sense is that один comes. элемент сети начинает изменяться, Where do например, you- блестит, это задействует другие элементы, они тоже начинают блестеть. Where in your body do you sense that spiritual energy, or where in the world do you sense that spiritual И energy где в своем coming теле from? или Where does где it live? Where в does it? мире ты ощущаешь источник этой духовной энергии, откуда она исходит, где ее источник. Так. Yeah, it comes up and then. И Okay, great. That's a good one. везде. Это хорошо. So now just take a moment and bring that back И to the center. возьми этот контакт с собой и принеси его в свой центр. And then just take a moment to reflect or to bring any of these aspects sort of more and more into yourself, into your center. И So позволь that, in себе that sense of the completeness. в течение некоторого времени наблюдать, что происходит, когда все эти энергии интегрируются и становятся единым целым, довершая тебя, объединяясь. So that you sort of feel them all connecting. Просто позволь себе ощущать, как эти энергии The strength in the взаимосвязываются. legs and the lower belly and the dantian or the hara and the Сила твоих ног heart и центра живота, and the head сердце, голова. and the larger system or the spirit or the И field. большая духовная полевая энергия. And kind of notice is there a combined sense of a movement, a combined И sense that Позволяя всем этим энергиям объединяться, заметь, какое движение рождается из их объединенности, когда они все сходятся воедино.
Great. Здорово. So let me ask you now. Можно я тебя спрошу сейчас? Is there a place in your life where you find a challenge or Есть a ли situation в твоей that's difficult for you? жизни аспект, который тебе кажется сложным, проблемным, может быть, сложная ситуация? На данный момент четкое определение пути. Right now, the biggest challenge is to define my way. To find your way. Определение пути. Great. Just that's just putting one step in front of the other, huh? Как сделать, как выстроить шаги перед тобой. So just being present here. И просто находясь в этом состоянии, присутствуя в нем, Connected. будучи соединенной. And you're looking out on the horizon. И ты глядишь вдаль, в горизонт. You know, just you feel that sense of completeness, Ты ощущаешь чувство connectedness. целостности, соединенности. And I'm just going to ask you just to take a moment. I'm going to do this for Katya, but you could try it yourself. I was going to see if she could use this with respect to a challenge, you know. Я делаю этот процесс с Катей, но вы сможете сделать тот же процесс с собой. And if I may just kind of support you here. И если ты позволишь, я хотела бы тебя поддержать в этом процессе. И я хочу предложить тебе использовать эту соединенность, это состояние для того, чтобы встретить свою сложность. Maybe you can imagine you're sitting on a beach or you're sitting on top of a mountain. Возможно, ты можешь представить, что ты находишься либо на очень красивом пляже, либо на вершине горы. You're looking out on a beautiful horizon. И ты смотришь вперед и видишь прекрасный горизонт. Expansiveness of space. И ты соединена с этим расширяющимся пространством. Тут очень много простора в нем. And I wonder if you can just begin to imagine your perfect day. И я предложу тебе из этого состояния начать представлять свой идеальный день. What would your perfect day be? Чем бы он был заполнен? Как бы ты проживала этот идеальный день? Now, some people will go, well, if I was laying on the beach in Hawaii, but no, that's vacation. Кто-то любит на этот вопрос ответить, ну, я бы провалялся на пляже, попивая коктейльчик. Нет, это наш отпуск, это не идеальный день. But the perfect day includes идеальный день all those wonderful things of family and наполнен всем, что для нас важно. My friends, временем с семьей, друзьями, работой. What I do for myself, my rest. I mean, it includes тем, что я делаю для себя, заботясь о себе, отдыхом. То есть он включает, идеальный день включает все важные аспекты жизни. So, you know, when you envision your perfect day. И когда ты представляешь свой идеальный день. Я в глубокой любящей связи с моими родными и близкими мне людьми. I feel deep love and connection to my family and people who love me. And what else? И что еще есть в нем? Я открыта и полно проявляю тот свет и тот потенциал, который есть во мне. I'm open and I can express the potential and the light that I carry within. И я несу тот дар. And I carry the gift that I have. Great. I express it. Great. Does that give you any ideas about your path? Это дает тебе какую-то подсказку про твой путь, каким он должен быть. Yeah. Great. Здорово. So it's just a question of going, what's my true north? And sometimes finding our true north is as easy as kind of going, what is my perfect day? И She says, это запрос, как найти свой истинный путь. И иногда вот этот вопрос, как бы я представила идеальный день своей жизни, помогает нам его нащупать. this ability to bring something И is the beginning of мы говорим, что вот это a mission. состояние, когда у нас есть чувство, что мы можем что-то давать этому миру, что-то нести этому миру, это соединенность нашей миссией. I don't know what structure that'll take. I don't know if that'll be a project. Я I не don't know if знаю, that'll be, you know, a как это book or проявится, какая what структура that'll будет. be, but У этого это будет книга или какая-то другая деятельность. those perfect days have the seed right there Но of what в этих идеальных днях есть that семя. path
would be. Yeah. Семечко, That makes из sense. которого может развиваться и расти наш путь. Ты рулишь, ты молодец. Спасибо. Thank you very much. Well, I'm here. I'm here for you. Thank you. Thank you. Don't do it the way it says in the book. То есть не следуйте инструкциям в раздатке. And this is a little bit more simple, but I think it's as profound. And Я думаю, что наша структура немного проще, но я думаю, что она очень глубокая. we have lots to do. So У нас очень много с вами на сегодня did that процессов. make sense? Значит, можете встать? Anybody stand? No. Нет, нет, не Oh, вставайте. no. Нет, Sorry. не вставайте. Sorry. I said, did that make sense? Уловили идею. Понятна ли идея? Okay, great. So first of all, it's just about centering in a way in each of these energies Значит, and then bringing them together. Первая Right. наша задача — это мы соединяемся с каждой из этой энергии из центрированного состояния, и затем каждую из этих энергий привносим в свой центр, мы их объединяем. So that I'm not just centered in one energy, but I'm centered in all of them Чтобы я была as much as I can. центрирована не просто в одной из этих энергий, а во всех них одновременно, насколько это возможно. I heard somebody this morning, where is he? I don't see him here, Я who слышала- was centered in tiger. Сегодня утром кто-то центрировался в энергии тигра. I heard him. Я слышала. There Кто he это is. He был? was centered in tiger. Да, вы были центрированы в энергии тигра. You can be centered in swan. Можно центрироваться также и You в can be лебеде, centered in what is it? Mantis. в аисте. Great. And then just check how you can use it, right? И затем, когда это объединение произойдет, спросите себя, для чего вы можете это состояние использовать в своей жизни. So I asked Katya, is there a challenge in your life right now where you might want to just see, will this make a difference to Yeah. have this centeredness in these energies and this completeness? И я спросила Катю, есть ли у тебя какая-то сложность в твоей жизни на данный момент жизни, с которой бы тебе помогло справиться это состояние центрированности и соединенности со всеми 4 энергиями. So maybe she could imagine that context and then just gone to the context with this sensibility and gone, does it make a difference? И Катя, например, могла бы рассказать про проблемном контексте из своей жизни, представить его перед собой и из этого состояния центрированности и соединенности зайти в него. So with Katya, though, she said, my biggest challenge is kind of finding my path right now. Но Катя Yeah, and I ответила, understand. что моя сложность самая большая сейчас определить свой путь, и я понимаю такую сложность. So I just said, well, let's just, from this beautiful space, И тогда let's just imagine your perfect day first. я ей предложила из этого прекрасного состояния представить идеальный день своей жизни. Because most likely the seed of your path is going to be there in that, somewhere in that Как perfect day. первый шаг поиска своего пути, потому что семечко нашего пути, скорее всего, есть в этом идеальном дне. Okay?